Intanto sul fronte interno il Premier Conte si prepara al passaggio in aula. Domani il nuovo esecutivo chiederà la fiducia alla Camera, martedì al Senato. Сегодня нас ждет поездка по очень интересной линии, пересекающей Альпы и соединяющей итальянские города Куньо и Вентимилия через территорию Франции. Проектные работы начались еще когда Ницца находилась во владении одного из итальянских княжеств, а вот строительство велось уже при более-менее привычных нам границах. Дорога обрастала фортификационными сооружениями, и из-за напряженных отношений между двумя странами все работы заняли около 50 лет. Открыли железную дорогу только в 1928 году, а уже через 10 лет началась Вторая мировая война, в ходе которой множество тоннелей и виадуков были разрушены. И к своему нынешнему состоянию эту сложнейшую железную дорогу восстановили только в конце 70-х годов, так заново и не электрифицировав. 965 di Trenitalia, proveniente da Bolzano e diretto a Ventimiglia nelle ore 7:50 è in arrivo a Milano. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Дорога обладает крутым уклоном и сложным профилем пути. Между высочайшей точкой в 1040 метров и уровнем моря всего 50 километров, из которых половина проходит в тоннелях. Некоторые из них настолько длинные, что для улучшения дымоудаления паровозов их пришлось сделать шириной в 2 вагона, несмотря на то, что линия на всем протяжении однопутная. Конечно же, на линии полно интересных мостов. Например, вот этот Viaduc de la Bévéra. с аркой поперек мостового полотна. Так и дешевле для данной ситуации, и взрывать при наступлении итальянских войск проще. Проезжаем пограничную станцию Лимоне, на которой заканчивается электрификация, прощаемся с Италией и въезжаем в 8-километровый тоннель Колле де Тенте. Где-то здесь, на высоте 1040 метров, расположена самая высокая точка этой дороги. Автомобильный тоннель, построенный 20 годами раньше, расположен на 300 метров выше, а верхняя точка этого перевала 1800 метров. По другую сторону уже совсем другое небо, светит солнце, да и дизайн табличек резко меняется. Мы во Франции. Это музей поездов на узловой станции. Breil-sur-Roya. И сегодня он не работает. Еще отсюда отходит ветка на Ниццу, так что мы прощаемся с Трениталией и в ожидании Терры идем исследовать город.
Дизайн французских поездов, конечно, просто бомба, особенно вот эти боковые места, на которые вполне можно лечь. Неудивительно, что даже вандалы малюют свои теги, подходящие по цвету краской. Эта ветка проходит по геологически активной зоне. Местами дорога накрыта сеткой из проводов, призванных сыграть роль датчиков при камнепадах. А скорость на большинстве участков ограничена 40 км в час, а в зонах возможных ополосней 10 км в час. Так неспешно мы добираемся до пригородов Ниццы. Ми вже прийдемо, і ми розберемо його.
Сын маминой подруги наверняка переедет в Ниццу. На Лазурном-то берегу помягче будет климат. Я еще могу добавить, что когда пошел плавать, спокойно оставил свои вещи на городском пляже без присмотра. В Барселоне такой трюк не пройдет. Да и вода у нас не такая голубая. Но если присмотреться, видно, что этот город типичный западноевропейский, запаркованные в 3 ряда пыльные душные каменные джунгли, хотя безусловно очень красивые. Да и на горе у них ни телебашни, ни Иисуса. Ну а я направляюсь на Gare du Sud. терминал обособленной линии метровой колеи. Точнее, он сейчас превращен в фудкорт, а новый маленький вокзальчик построили рядом в 90-х. Эта линия управляется компанией железных дорог Прованса и не относится к Société nationale des chemins de fer français. 150 километров метровой колеи проходят в долине Альпийской реки Вар. Конечная точка расположена на высоте чуть более 1000 метров над уровнем моря. Разумеется, здесь ходят паровозы, много тоннелей, мостов и виадуков, но, к сожалению, нельзя с велосипедами. Подвижной состав разнообразен. Вон тот, что справа, в 1984 году развил скорость 115 км в час, что стало рекордом для метровой колеи во Франции. Ну а в вечернее пиковое время, конечно же, подали нечто из антирейтинга самых некрасивых поездов. А ведь когда-то здесь ходили матрисы с прицепами. При отправлении можно разглядеть депо с мойкой для поездов. Вот в Словению такую же купили. И, конечно же, невероятно видеть в центре такого гламурного города, как Ницца, одноуровневые железнодорожные переезды и ездить по благоустроенным европейским улицам на тяжелом рельсовом транспорте.